Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 июля. Что прояснится? Давайте узнаем, что для вас прояснится, что уйдет, а что придет взамен, каковы неожиданности и знаки судьбы. На колоде 78 дверей мы достанем с вами 3 карты специально. Открыты двери или закрыты? Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Не останавливаюсь подробно на планетарных транзитах. У меня есть астрологический прогноз на июль. Прочитайте, перейдите, и я думаю, подсказок будет еще больше. Итак, что же прояснится? Где-то Уран нам помогает прояснить что-то, или ретроградный Плутон. Ну, девятка Пентаклей — шикарная карта. Но для кого-то она может означать одиночество, увы. А для кого-то не закрытая тема, или пусть даже и тема закрытая, но какие-то денежные, все-таки финансовые вопросы требуют вашего внимания. Может быть, они связаны с недвижимостью или движимостью, да, разным имуществом. Или это будет касаться работы, откуда к вам приходят финансы. Может быть, как деньги из нескольких источников. Потому что для кого-то двойка кубков — это любовь, действительно. Наверное, как по Венере. Венера отвечает и за любовь в личную жизнь, но еще и достижения, и финансовый эквивалент. Но возможности есть. Самое главное — правильно договориться, потому что двойка кубков — это карта эмпатии, правильного диалога в первую очередь, и неважно, чего касается вопрос. Итак, что же прояснится? Неожиданности, куда же без них? И мы говорили, что уйдет. И вполне вероятно, что какая-то прежняя история, по планетарным даже транзитам, может к нам вернуться, чтобы мы что-то переосмыслили. Или жизнь, чтобы для нас пошла с какой-то правильной ноги. Что придет взамен? Далее мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Какие двери открыты, закрыты, каков ключ. Первый знак. С чем это будет связано? Второй знак судьбы. Может быть и взаимоотношения, может быть и нерешенная какая-то ситуация, которой как бы важно будет уделить внимание. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что прояснится? Ну вот по пятерке мечей иногда это, знаете, бывают очень сильные разочарования, иногда очень такая злая какая-то конфронтация, злая, когда, ну, невозможно найти примирение, или чаще всего по этой карте то, что уже случилось или произошло. То есть вернуть как бы время обратного отсчета, оно, по сути дела-то, ведь и не существует. Оно существует только в нашей ментальности. Это да, мы можем так анализировать, откуда ноги растут у этого конфликта, или почему это все произошло. Но вот, скорее всего, если мы спросили, что прояснится, вот по какому-то конфликту, или вы, может быть, сами свой шаблон какой-то ломаете, все-таки Уран. Уран нам открывает словно глаза на многие вещи. Это мы были прежде в рамках собственного видения, понимания или того, что мы себе надумали. И вот здесь, ну, тоже может быть такое, что наши где-то принципы словно пошатнулись. Вы можете за счет планетарных транзитов в этот период даже самому себе честно сказать правду, что вы в чем-то заблуждались, ошибались. И, видимо, вот такой самоанализ, он тоже будет необходим, потому что какие-то еще раз старые грабли вы не должны найти, это очевидно. Любая пятерка говорит о недостатке. Вот здесь больше недостаток взаимопонимания. Но это еще и часто та ситуация, которая извне. Вы ее видите несколько однобоко. Или вы ее представляли в каком-то вот одном, ну, как свете. Или вы представляли причину тоже как-то по-своему. А здесь может прийти какая-то дополнительная информация. Будьте восприимчивы вообще к любой информации. А если с вами кто-то, даже из прошлого, пытается найти контакт или выходит на этот контакт, не отталкивайте человека. Выводы уже вы сделали. Но кто знает, может быть, вы или вам суждено узнать еще какую-то деталь или что-то новое. Здесь вообще неплохо бы все свести к нулю.
Или даже если мы не можем принять, как Соломоново решение, дойти перемирию, да, то тогда мы делаем выводы, но вот есть какая-то правда, которую вы должны себе сказать, какая-то история должна быть завершена, и уже в последующем, все же по пятерке мечей мы ведь тут тоже совершаем какую-то ошибку, это правда. Почему? Потому что мы включаемся опять же в какой-то конфликт. Или мы включаемся в какую-то историю, которая не имеет продолжения, прогрессивного продолжения для вас. Почему обычно по пятерке мечей и нам и говорят, что да нет, тут нужно все это для себя, по крайней мере, нейтрализовать. Потому что жизнь нам любит преподносить какие-то уроки с тем, с кем мы не договорились, но как нарочно будет какой-то экзамен жизни или своеобразный урок, когда нам приходится больше контактировать с этим человеком, а мы говорим, глаза бы мои не видели, да, или мне даже здравствуйте ему сложно сказать, а придется. Вот что-то подобное у вас проясняется, и вы понимаете, нет, вот если я буду продолжать как прежде, я себе могу навредить. Поэтому так вот некоторые усилия, может быть, вам в эту декаду и придется делать где-то над самим собой. Или правильно одновременно выводы. И если мы контактируем с человеком, мои дорогие козероги, это не значит, что мы с ним согласились. Нет, мы все равно пойдем дальше. Но, может быть, сведя какую-то ссору к нулю, нам, опять же, легче будет сказать «здрасте», как минимум, тому человеку, если мы предполагаем, что да, ну, к примеру, коллеги, соседи, какие-то родственники, ну, не исключим определенный круг людей из своей жизни. Или мы не можем просто так взять и отменить какие-то внешние события, может быть, и непреодолимой силы. Иногда война проходит по этой карте, вот буквально так, мои дорогие. Мы это тоже не можем отменить. Но, значит, мы должны себя сохранить, гибче быть. Вот что говорит эта карта. И вот какой-то вопрос такой злободневный или где-то острый, о котором не хочется думать, а как будто нужно. Неожиданности. Ну вот, видимо, как завершить какую-то или работу над ошибками, или когда мы сводим к нулю вот этот конфликт. И мы тогда более себя чувствуем, ну, наверное, воодушевленными. У нас покой наступает, мои дорогие. Покой именно своеобразно душевный какой-то. Потому что нас уже больше не терзает прежняя ситуация. Мы ее проработали, сделали выводы, готовы идти дальше. Мы, по сути дела, оставляем эту конфронтацию позади. И даже если мы там, ну, с чем-то ошиблись, мы понимаем, ну да, зря я доверился. Или зря я рассчитывала на этого человека. Или зря я рассчитывал на то, что внешние как-то события изменятся. Да нет, они идут тут сами по себе. Нечего мне тут ждать чудес каких-то. Я иду вперед, но в других энергиях. И вот Паш Кубков – это вперед и в других энергиях. Пажи вообще – это прилежные ученики. И когда Паш выпадает, это мы чем-то занимаемся, обучаемся. Может быть, и учим новый язык, но для кого-то, для людей, к примеру, семейных. Или у кого есть дети, может быть, и взрослые даже дети, которые сами родители. Здесь какие-то весточки, может быть, и новости, или предложения, какие-то контакты. Может быть, и примирение с ребенком, да, такое тоже бывает. Не всегда, как бы, да, вот этот конфликт отцов и детей, все же он присутствует, потому что детям сейчас тоже непросто в нашем сложном мире, но и нам-то самим приходится продолжать эту жизнь в каком-то новом ключе. И то, что мы, вот более старшее поколение, мы воспитывались в другой среде, мы думали немножко по-другому, а мир меняется. Нам ничего не остается, как меняться вместе с этим миром, рассматривать разные варианты, а то и что-то буквально изучать, в чем мы не сильны. Но вот по пажу кубков это будет то занятие тогда, которое вам нравится заниматься. Для кого-то это, как у нас показан паж, который художник. Вот вам предлагают быть художником собственной жизни, но это еще вы делаете первые шаги. Но какая-то радость у вас будет, мои дорогие козероги. Что-то вас просто обрадует, потому что это хорошее настроение взамен вот этой конфронтации. Это какие-то возможности, это доброе отношение к самому себе. Будьте добрее к себе, будьте милосерднее, не будьте
ну, где-то жестко непримиримы. Вам вот эта позиция явно не помогает, две карты об этом. А когда мы несколько даже расслаблены, расслаблены это не значит, что мы не уже где-то утеряли связь с реальностью или ослабили критическое мышление. Нет, мы здесь просто, ну, вот эти вот все конфликты сводим к нулю. Не даем разгореться, да, вот этому костру противостояний. И это вам все помогает. Что уйдет? Колесо фортуны. Какие-то неожиданности, по крайней мере, на этой неделе, они могут как и прийти, так и уйти. Это может быть сопряжено с информацией, поэтому если вы что-то слышите, так вот не надо вспыхивать. Ох, ну надо же, вот, наверное, это правда. Да нет, вот эту правду нужно перепроверить. Вполне вероятно, что это рядом с правдой, а истина где-то рядом. По колесу фортуны нам говорят, что в принципе этот период достаточно прогнозируемый. И даже если какие-то случаются метаморфозы, но они скорее носят внешний характер. Может быть, они и влияют как-то на вашу жизнь, но это будет больше касаться каких-то либо нововведений, либо ваших самых собственных планов, я имею в виду на будущее, или то, чем вы будете заниматься. Но в последующем ты будешь это корректировать, опять же, Козерог. Здесь нет ничего постоянного, вот по крайней мере в эту декаду. Но и опять же, то, что к вам пришло, оно где-то потом будет видоизменяться. С другой стороны, эта карта говорит, не теряй времени даром. Потому что это сама по себе возможность. У кого-то может быть и новое знакомство, кстати. Новый человек. Может быть и человек, который намного моложе вас. Но тогда тоже не теряйте как возможность приятного общения. Не забегайте вперед, кстати. Пусть человек входит в вашу жизнь ненадолго. Не надо расценивать всех, что вот он пришел и уже вот на какое-то энное количество времени у нас продолжится взаимодействие. А может быть, человек пришел в вашу жизнь просто для того, чтобы, ну, где-то вот эти серые будни превратить в какое-то вдохновение. Ну, почему нет? Почему мы должны отказываться от приятного общения? Будьте гибче на самом деле и не теряйте времени даром, потому что колесо фортуны, если мы говорим, что уйдет, оно неизбежно имеет цикличность. И когда это выпадает карта, это значит, вот это колесо, оно вращается сейчас наверх, достигая какого-то пика, возможности. Было бы ошибочно думать, что так будет всегда. И карта нам говорит, настанет момент, и все-таки следует потом спад. И поэтому не упусти эту самую возможность. Она потом не повторится. Вот будьте внимательны. Иногда эта карта требует от нас быстро собраться куда-то поехать. Или, может быть, рассматривать какие-то новые варианты по переезду, если для вас, для кого-то из вас это актуально. Рассматривать новые формы контактов. Вообще изучать что-то новое. Это все то, что вы кладете в копилку собственного успеха. И вам здесь пространство, Вселенная помогает, ангелы небесные, наверное. Но что-то там прописано в небесной канцелярии. Вот для вас, Козероги, удачное время, но оно не длится вечно. И вот об этом нам говорит карта. А что придет взамен? Рационализм, король мечей. Что-то, возможно, вам и придется в последующем из того, что вы начнете, вот как новые начинания, перекладывать на какие-то реальные рельсы, согласовывать с законом, подписывать какие-то бумаги. Но вот этот посыл, импульс, инсайт, это может быть в эту декаду. Потом вы все это упорядочите. Да, не нарушай закон. Вот карты говорят об этом. Если тебя какое-то новое направление, Козерог, интересует, то было бы неплохо одновременно узнать, как закон работает в отношении вас. Тут ведь у каждого своя какая-то задумка. Или свои какие-то правила игры. Правда, мы все разные, хоть и объединяет один знак зодиака. Король меча – это карта того человека, который более чем рационален. Где-то это и чиновники высокого ранга проходят. Может быть, это вам придется совершить некоторые путешествия по кабинетам и совершить важные разговоры. Идут и, кстати, люди, которые как в форме. Формы разные бывают. У нас сейчас, наверное, не только мы говорим о военных, да, например, но это у нас работники медицины, это врачи, медсестры, это у нас и
допустим, таможня. Хотя сейчас есть и даже рабочие организации, да, вот сервисы, которые помогают нам в разных областях жизни. Они тоже иногда вот человек как в форме. Водители, ну, наверное, самое разное. Что выражает форма? Что человек находится при выполнении каких-то должностных инструкций и обязанностей. Значит, у кого-то врач, я пошел пройти обследование, или я прохожу анализы, может быть, да, или я хочу о себе узнать что-то поподробнее. Мы ведь тут правду, истину, условно, устанавливаем, когда выпадает король мечей. Может быть, вы обращаетесь к юристам-адвокатам. И это тоже карта таких непредвзятых знаний или тех специалистов, которые имеют в своих руках и рычаги определенные влияния. Но если это чиновники, то вообще могут быть люди, у которых, мы говорим, длинные руки, правда? То есть, ну, там больше, понятно, полномочий. Но на более мелком уровне это в своей профессии человек тоже специалист. Он знает, как решить какой-то вопрос. Или он знает законы, если мы об юристах или о адвокатах. Или пусть иногда идут люди, работающие с металлом. Ну, значит, вы хотите что-то сделать наверняка, и у вас получится. Но, видимо, отождествлять и вам рационально карта предлагает любую вашу задумку, но где-то рассматривая ее с позиции закона. Давайте узнаем. Знаки судьбы. Снова король мечей, правда? Нельзя что-то прошляпить. Нельзя где-то вам вообще настаивать на своем. Здесь любая конфронтация идет в минус. А что вам помогает? Критическое мышление. Холодный ум. Холодная голова буквально. О себе самому узнать либо побольше, какова бы ни была правда, но все-таки это правда. И тут у кого чего касается вопрос. У кого-то это может быть и личной жизни, а у кого-то это по части вашей работы и ваших достижений. Может быть, и вам придется, кстати, у вас два короля мечей. Я могу предположить, мои дорогие козероги, что, ну, скорее всего, либо с сильными мира сего, либо с чиновниками, или просто какие-то походы в организации, учреждения. Может быть, иногда и учреждение образования. Вот это тоже ведь учреждение. Есть те вопросы, которые вот именно рационально нужно решать от начала до конца. И если вы что-то слышите, пятерка мечей, и это не вписывается в ваши планы, не нужно это так, знаете, воспринимать эмоционально. Здесь холодная голова вам помогает с чем-то разобраться. Это как знак судьбы. Дальше наш второй знак судьбы. Вот есть какие-то двери, иногда пространство нас словно не пускает куда-то. А нам кажется, ну-ка я попробую еще раз, а потом еще и еще. Из прошлого какая-то ситуация, которую мы хотим решить определенным образом. Или для нас понятным образом. Или как мы вообще что-то видим. Вот почему важно не настаивать. Я на протяжении нашего расклада не единожды уже об этом говорю. Нам тут говорят, не теряй времени, тут по-другому что-то. Слабайте о себе. Какой-то шаблон, стереотип, мои дорогие козероги. Ведь тоже об этом где-то говорят карты. Не действуй, козерог, как прежде. Или, может быть, тебя даже провоцировать могут. С учетом пятерки мечей. Знаю ваш характер. Знаю вашу силу. Или, знаете, вот есть такое слово «подначивать», да? Это специально как бы человека выводить из терпения, назовем это обтекаемо, красиво. Так вот, выводить из терпения, разжигая какое-то страстное отношение к конкретному вопросу или конкретной персоне, для того, чтобы от вас получить какую-то реакцию. Не поддавайтесь на провокацию. Две холодные головы, как будто вам нужно. Ну, я тоже в шутку это говорю, понимаете, правильно, но почему? Иногда нас пространство словно не пускает. И эта подсказка: тебе туда не надо. Вот что-то подобное нам по пятерке жезлов. Да, эту карту я называю информационного хаоса. Почему нужно перепроверять информацию, мы уже с вами об этом говорили. Или то, что мы думали, то, что мы себе наметили, может быть, вам тоже придется корректировать. Ведь нам, посмотрите, показан человек, ну, практически такой очень сильный, наверное, как вы. Ну, что ему стоит? Сейчас он этой кувалдой замахнется и развалится вся эта кладка. А карта нам говорит: а то, что тебе откроется, может быть, тебе вовсе не понравится. Это ты пока еще не видишь. Ты просто видишь эту кладку. Кто ее положил? Может быть, специально положили, чтобы что-то со знаком минус было как отгорожено от тебя.
и тебе туда не нужно. Вот подумайте, куда вы будете прилагать усилия. С кем вам по пути, я бы даже сказала. А ту информацию, которую вы слышите, у нас сейчас время такое, а с учетом Урана в Близнецах, ох, мы тут можем самые разные слышать. Но в том числе и какие-то фейки могут быть. Или заведомо ложная информация. А может быть и незаведомо. Может быть, это человек сам ошибается, который вам принес эту информацию, но подает ее так горячо и страстно, что хочется верить. Но вот вам, наверное, не розовые очки не одеть, ну и, наверное, также не углубиться в какое-то размышление. Нет, тут у вас любой вопрос лежит на поверхности. Наоборот, проясняйте, словно выносите на эту самую поверхность, а не утрамбовываете вглубь себя, когда вы останетесь один на один и начнете там что-то додумывать. Знак судьбы 3. Ну вот все то, что я сказала. 8 мечей, карта искаженного восприятия. Не время додумывать, не время ломиться вот в эту кладку или закрытую дверь. Найти обходные пути. И посмотрите, 2 возможности у вас сразу. 2 короля мечей. Не вошли в одну дверь или не договорились с одним чиновником. Есть другой вариант, альтернативный. Может быть, вам и придется контактировать с теми людьми, которых вы поставили либо на паузу, либо поставили точку в взаимоотношениях. А придется к этому человеку и обратиться, вот я этого не исключаю. Тогда запаситесь дипломатией, мои дорогие. Улыбнитесь кому-то. Может быть, и придется сказать: эх, я был неправ. Вот так можно сказать легко. И конфликт сошел к нулю. Ну, правда. Или каким-то другим способом. Не обязательно, что мы должны там, шаркая ногой, 1000 извинений приносить. Не надо. Иногда осознаться, что я был неправ, можно сделать это, знаете, красиво, элегантно. И совершенно нас это ни к чему не обязывает. И в то же время у нас как, ну, мы можем выдохнуть, да. Нам карты говорят: дыши, вот как будто так. Давайте карту совет. Ну, точно. 9 кубков – это карта самодостаточного человека. И я уже не повторяю все то, что я сказала, поэтому новые методы, новые возможности, даже по каким-то замшелым ситуациям, может быть, через нейтрализацию конфликта. Или когда вы просто какую-то ссору переведете в нейтральные отношения, да, ведь это больше пользы. Тогда мы не создаем себе врагов. Но это уже хорошо, правда? Но на кону ваша самодостаточность. Поэтому вам задача быть не только добрее к самим себе, но и беречь себя, мои дорогие козероги. Сломать шаблон о вас у кого-то, чтобы, может быть, кому-то было впредь неповадно втягивать вас в ту историю, куда вам не надо. А после вы, увидев, куда же вы торопились или буквально ломились, вот пробили все-таки эту брешь, да, совершили, точнее, пробили дверь, брешь создалась. Но то, что вы увидели, елки-палки, и зачем я вот этим занимался? Вот чтобы вот таких ситуаций больше не было, а чтобы вы научились жить для себя самого, для самой себя, чтобы вы были счастливы, уверены в дне сегодняшнем и в завтрашнем. Вот для этого вам и нужна холодная голова, правда, а пространство для вас старается, дает и новые возможности, может быть, и новых людей, и какой-то момент тоже не упустить, говорит. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. Я благодарна за ваши комментарии. Я благодарю, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.